Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим простой, бюджетный, невероятно вкусный домашний медовый торт, который тает во рту. Готовится невероятно просто и быстро. Наливной медовик без раскатки коржей. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдете много вкусных и простых рецептов. В миску я выкладываю мед, затем добавляю мягкое сливочное масло, щепотку соли и всыпаю сахар. Все это перемешиваю венчиком. Далее добавляю 3 яйца и снова перемешиваю. Просеиваю муку и замешиваю тесто венчиком. Соду гашу уксусом и добавляю в тесто. Снова перемешиваю до однородной консистенции. Буквально 15 минут и тесто готово. Вот такой консистенции получается, как на оладьи. Противень застилаю пергаментной бумагой и выливаю сюда все тесто. Разравниваю лопаткой ровным слоем. Духовка у меня разогрета на 180 градусов. Ставлю выпекаться корж на 15 минут. Готовый корж сразу выкладываю на полотенце и снимаю пергамент. Срезаю края, чтобы у меня получились ровные бисквитики. Края нам понадобятся для украшения торта. Корж я разрезаю на 4 части, и у меня получается 4 небольших коржа. Тортик получается относительно небольшой, он очень вкусный, сытный, но для большой компании или на торжество советую готовить двойную порцию. Крем очень простой, жирную сметану я смешиваю с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Все готово. Собираю торт. Буду делать это вот в такой разъемной квадратной форме, потому что крем достаточно нестабильный, поэтому буду делать так. Если хотите, чтобы крем был более густым, то используйте загуститель или отвесьте заранее в марле сметану, и тогда лишняя жидкость уйдет и крем станет более густой. Но с другой стороны, такой крем, именно такой консистенции, он очень хорошо пропитывает коржи, и тортик получается просто неимоверный, такой сочный, нежный, что даже я бы сказала, что и не нужно сюда сметана такая густая, которая будет хуже пропитывать наш тортик. Ну и вот таким способом я его собираю, ничего замысловатого, оставляю только небольшое количество сметаны для того, чтобы потом смазать бока тортика. Смазываю сверху последний корж и убираю торт в холодильник минимум на 2 часа, ну а лучше даже на ночь. Далее я прохожусь ножом по краю формы, аккуратно ее снимаю и промазываю бока тортика оставшейся сметаной, сметанным кремом. Если вдруг его у вас не осталось, то очень просто крем приготовить, вы видели. Немножко сметаны, опять смешать с сахарной пудрой и смазать. Далее я вот эти обрезки, которые у меня остались, я буду измельчать в блендере. И еще я добавила сюда арахис, либо любые орехи по желанию, либо вообще можно этого не делать, а украшать только крошкой. Украшаю крошкой сверху, обсыпаю бока, вот так вот очень просто, либо с использованием шпателя, это уже как хотите. И торт готов. Хочу сказать, что в принципе долго ему пропитываться и не нужно, настолько коржи нежные, то есть достаточно даже пару часов провести в холодильнике и можно подавать. Посмотрите, как чудесно, мне кажется, смотрится торт в разрезе. Видно, что он очень такой нежный, воздушные коржи. Он не сухой, он очень мягкий, нежный, пропитанный, но чудесный, бюджетный, домашний, вкусный тортик, друзья. Очень надеюсь, что этот рецепт вам пригодится, потому что он действительно по-настоящему вкусный, незамысловатый торт, который можно приготовить и на каждый день к домашнему чаепитию, и к приходу гостей. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, если нравятся рецепты. Всем мира и добра!